Здравствуйте! Несмотря на интригующее название этого видео, речь в нем пойдет не о каких-то мифических тайнах и секретах искусства дрессировки, а о научных знаниях, благодаря которым человек может достичь максимально возможных результатов во взаимодействии с братьями нашими меньшими. И если вы хотите разобраться с тем, какими составляющими обусловлен максимально возможный уровень безупречного послушания, то это видео для вас. Я дам несколько советов, которые не просто помогут избежать массы проблем, а укажут на то, каким путем нужно идти, чтобы рядом с вами была собака, от общения с которой вы будете получать истинное удовольствие на протяжении всей ее жизни. Подавляющее число владельцев собак сталкивались с тем, что, пройдя общий курс дрессировки, их питомцы на дрессировочной площадке идеально выполняют различные навыки. Но в повседневной жизни, в условиях шумных улиц с целым рядом раздражителей, игнорируют команды владельца. Давайте подробно разберемся, в чем кроется причина такого поведения. На этих кадрах вы видите соревнования на призы клуба «Каскад». Цель этих мероприятий была не только в том, чтобы дать возможность кинологам посоревноваться в искусстве дрессировки, но и в том, чтобы обратить внимание кинологической общественности на целый ряд важных моментов в поведении собак. На некоторых из них я хочу сделать акцент в этом видео. Соревновательная программа в разделе «Послушание» включала в себя выполнение навыков «Возврат на обозначенное место» и «Подноска предмета». В каждом из этих упражнений было по два подхода. В первом использовалась команда голосом, а во втором проводник молча подавал команду жестом. При этом обязательным требованием программы было то, что в обоих упражнениях жест должен быть полностью идентичен. Далее вы поймете, какую именно особенность в поведении собак подчеркивал этот нюанс. Сейчас на экране вы видите кадры, на которых запечатлено, что и в упражнении возвращения на место, и в апортировке сам жест ничем не отличается. Почему же собака не запутывается и в каждом случае по одному и тому же жесту выполняет нужный, но при этом разный навык? Суть заключается в том, что в этих упражнениях собака воспринимает жест проводника не как команду, которая несет в себе конкретный смысл, а просто как разрешение перейти к активным действиям. А вот что именно делать, собака знает еще до подачи команды. Ведь перед тем, как выйти на соревнование, собака уже огромное количество раз выполняла программу на тренировках и знает досконально ее последовательность. Но основной подсказкой для собаки является ассоциация с предметом. Именно он включает определенный механизм действий. В первом случае это поводок, обозначающий место, а во втором – апортировочный предмет. Но как вы думаете, что произойдет, если положить поводок и апортировочный предмет рядом, а после подать собаке команду при помощи знакомого ей жеста? Ответ очень простой. Собака не поймет смысла этого сигнала и будет метаться в недоумении, или же сумбурно выберет для выполнения один из навыков. Да, несомненно, можно каждому навыку присвоить определенный жест, как в случае с комплексом «сидеть, лежать, стоять». И тогда собака будет ждать определенного сигнала. Но, как я уже говорил ранее, соревнования «Каскад» несли в себе цель наглядной демонстрации различных аспектов служебного собаководства. Поэтому и был выбран идентичный жест в качестве команды для выполнения двух совершенно разных навыков. А теперь давайте разберем один очень интересный нюанс в том, как собака реагирует на голосовые команды. Я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, что сделает собака, если во время выступления вместо команды «ко мне» проводник громко и требовательно произнесет слово «самолет» или «молоко»? Можете не сомневаться, собака выполнит навык «подход к проводнику». При этом она никоим образом не усомнится в правильности своего решения. Вышеупомянутые эксперименты подчеркивают то, что смысл слова или жеста, которым мы обозначаем ту или иную команду, важен только на том этапе, когда собаку обучают простым навыкам, а далее, по мере усложнения программы обучения, одни команды поглощают другие и трансформируются в комплекс умений,
привязанных к определенным ассоциациям. Возьмем для примера навык «подход к дрессировщику». Во время обучения его разбивают на мелкие составляющие. Вначале собаке объясняют, что по команде «ко мне» она должна подойти к проводнику. Затем ей дают команду «сидеть», чтобы она заняла соответствующую позицию. А после называют кличку, чтобы максимально сконцентрировать внимание. Кроме всего прочего, если стоит цель увеличить скорость выполнения этого навыка, то для этого делаются специальные упражнения с подачей дублирующих команд. Но в финальной фазе, когда навык собран воедино, команда «ко мне» поглощает все остальные голосовые команды. И при демонстрации этого умения проводник произносит только лишь словосочетание «ко мне». И этого хватает, чтобы другие навыки – сидеть, выдержку и прочее – собака выполнила без дополнительных команд, как само собой разумеющееся. А если рассмотреть навык подноска предмета, то уже в этом случае голосовую команду «ко мне» поглощает слово «апорт». И этого слова хватает, чтобы собака, удерживая в пасти предмет, выполнила и подход к проводнику, и усадку перед ним без дополнительных команд. Все это она делает то, что называется по привычке. И вот именно эта привычка и является залогом безупречного послушания. И на ней я остановлюсь подробнее. Итак, все вышесказанное я вел к тому, что безупречное послушание обусловлено явлением, которое в искусстве дрессировки называют моделью поведения. Ее устойчивая форма характеризуется тем, что под воздействием определенных ассоциаций собака принимает необходимые решения и демонстрирует однообразный алгоритм действий и реакций. В связи с этим необходимо понимать, что основная задача занятий на дрессировочной площадке заключается в том, чтобы получить инструмент в виде команд общего курса дрессировки, а далее кинолог объясняет владельцам собак, как при помощи этого инструмента сформировать нужную модель поведения. Инструмент для всех собак одинаковый, а вот модели поведения имеют множество отличий. Они зависят от предпочтений каждого отдельно взятого владельца. При правильно сформированной модели поведения собака включается в работу не по голосовой команде владельца, а под воздействием определенных ассоциаций. На практике это работает следующим образом. Повторяйте один и тот же алгоритм действий каждую тренировку, и рано или поздно это перейдет в устойчивую привычку, и собака будет то, что называется, выполнять ее на автопилоте. К примеру, если в регламент выгула собаки внести правило, что перед каждой прогулкой и каждый раз, вернувшись домой, усаживать собаку по команде «сидеть», то очень скоро у нее сформируется модель поведения, при которой она будет сдерживать свои эмоции и терпеливо ждать указаний. И со временем владельцу уже не будет надобности произносить голосовую команду «сидеть». Малейший намек о прогулке, и собака тут же займет нужную позицию. Также и вернувшись домой, собака без лишних напоминаний сядет в коридоре и не пойдет дальше, пока владелец не помоет ей лапы и не снимет ошейник. Подобная тенденция будет происходить в формировании любой модели поведения. Команда рядом поможет привить устойчивую привычку собаки находиться вблизи владельца в людных местах. Команду «место» или «ко мне» можно привязать к игнорированию кошек, чужих собак или приближению к дороге. Но запомните один очень важный закон дрессировки. У формирования устойчивых положительных моделей поведения есть злейший враг. Это спешка в применении требовательной нагрузки. Вы не имеете права физически воздействовать на собаку, пока она досконально не усвоила необходимое умение на основе положительного подкрепления. Запомните, физическая боль максимально быстро формирует негативные модели поведения, которые впоследствии исправить невозможно. Если рассмотреть по шкале возрастания влияние на собаку приобретенных моделей поведения, то наиболее устойчивыми являются модели, привитые на сильном эмоциональном переживании. Но для достижения максимального успеха мало знать, как привить модель, нужно еще это сделать своевременно. Многие из вас слышали о том, что если человек
самостоятельно выкормит птенца, который только вылупился из яйца, то впоследствии выращенная таким образом птица будет максимально привязана к этому человеку, воспринимая его за родителя. В науке такая форма обучения называется импринтингом или запечатлением. Это явление играет фундаментальную роль и в воспитании собак. Характерной чертой запечатления является то, что в самом раннем возрасте происходит мгновенное и необратимое формирование устойчивых моделей поведения. Для щенков наиболее важным является период до 3 месяцев. И если в этот период не сформирован нужный фундамент, то, как говорится, поезд ушел. Вы уже никогда не добьетесь тех результатов, которых могли бы. Мало того, если вы завели щенка в возрасте после 3 месяцев, то с огромной долей вероятности вместе с ним вы приобрели массу проблем, которые будете безуспешно решать всю оставшуюся жизнь собаки. Суть заключается в том, что для того, чтобы дать щенку нужный вектор воспитания, заводчик прежде всего должен обладать знаниями, а также иметь должный опыт и прочие ресурсы. Думаю, вы понимаете, что таких заводчиков во все времена были единицы. При этом в наше время закрепилась следующая тенденция. Заводчики до 3 месяцев держат щенков на питомниках. Они им делают прививки, соблюдают карантин, а уже после щенки разъезжаются к счастливым владельцам. И с точки зрения предотвращения рисков, связанных со здоровьем, это полностью себя оправдывает. Но тем, кто хочет завести собаку и получать от общения с ней максимум удовольствия на протяжении всей ее жизни, я дам один очень важный совет. Не бойтесь брать на себя ответственность и заберите щенка в возрасте от 1 до 1,5 месяцев. А всевозможные процедуры, профилактику от глистов, прививки и прочее пусть щенок пройдет у вас дома, под руководством ветеринарного врача. Следующий совет. Если у вас нет опыта воспитания щенка, то незамедлительно обратитесь к грамотному кинологу, которому объясните, какой вы хотите видеть вашу собаку, когда она станет взрослой. Исходя из этого, кинолог поможет вам сформировать у вашего щенка прочный фундамент. И не испытывайте судьбу, дрессируя щенка по книжкам и видеоурокам из интернета. Уверяю вас, вы испортите собаку. Все дело в том, что искоренить устойчивые негативные модели, которые щенки приобрели в импринтинге, невозможно. Занимайтесь после этого хоть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ничего у вас не получится. А вот щенок, получивший правильный опыт до закрытия этапа запечатления, достигнет самых высоких результатов, на которые он способен. Исходя из этого, я хочу сконцентрировать ваше внимание на архиважном моменте, которым вы не имеете права пренебрегать. До возраста 4 месяцев категорически нельзя применять никаких физических воздействий на щенка. Забудьте о любом механическом действии. Даже слабые удары газетой или щелчок по морде в корне недопустимы. Если вы хотите приучить щенка ходить в туалет в нужное место, то используйте только отработку привычки ходить на тряпку, предупреждая момент, когда щенок захочет в туалет. Никаких команд «фу» и других тренировок для отказа от нежелательных действий не должно быть абсолютно. Все это никуда от вас не денется. Займетесь этим после 4 месяцев. А до этого времени не оставляйте щенка без присмотра и контролируйте, чтобы он не съел порванную тряпку, не перекусил провод и тому подобное. А в те моменты, когда щенок остается в доме один, сажайте его в манеж или клетку, оставив ему безопасную игрушку, тем самым оградив щенка от неприятностей в ваше отсутствие. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что импринтинг невозможно заглушить или перенести на более поздний срок. Также невозможно изменить модель поведения, привитую в импринтинге. Этот период формирует практически необратимые процессы в развитии щенка. Неправильное воспитание до 3 месяцев убьет всю дальнейшую карьеру послушной собаки. Запомните также следующий момент. У вас не так много времени, чтобы привить вашему щенку максимально возможную привязанность к вам. Основной этап в этом аспекте – до 2 месяцев. Это один из так называемых критических моментов развития.
Далее он затухает и к 3 месяцам заканчивается. Поэтому в этот период вы должны поработать с механизмом импринтинга с максимальной пользой. Для этого делайте упражнения, которые сформируют ту модель поведения, которая станет прочным фундаментом ваших отношений с собакой и залогом безупречного послушания в том числе. Многие из вас слышали высказывание, что качественно обученная собака должна быть пристегнута к своему владельцу невидимым поводком или невидимой нитью. На этом высказывании я остановлюсь подробно, так как именно оно и отображает тот путь, которым достигается безупречное послушание. И это не какое-то размытое понятие, а фактическое явление, которое уже давно зафиксировано кинологами, которые строят процесс дрессировки, опираясь на научный подход. Лично я это явление называю невидимая привязь, ввиду того, что у этого слова есть однокоренное слово «привязанность», а именно она и является залогом максимально возможного уровня послушания и наивысшей степени взаимодействия собаки с человеком. В свою очередь, привязанность можно воспитать у собаки целенаправленными упражнениями, такими как игра в прятки на прогулке или те моменты, когда вы щенка оставляете на привязи в одиночестве и уходите, чтобы дать ему эмоциональное переживание во время вашего отсутствия. Об этом я уже рассказывал в своих видео, поэтому не буду повторяться, а укажу лишь то, как использовать эти упражнения в формировании безупречного послушания. Для примера я возьму навык подход собаки к владельцу. В сравнении с другими умениями, при выполнении команды ко мне, значение привязанности видно невооруженным глазом, и она более ярко отображается на результатах обучения. Говоря об этом навыке, нужно отметить, что его значимость трудно переоценить. Он поистине является наиболее важным из всех умений, которым мы обучаем наших питомцев, и позволяет избежать массу проблем. Сам подход собаки к дрессировщику отработать несложно. На этих кадрах вы видите, как я прививаю это умение моему щенку, возраст которого чуть более 3 недель. Он едва научился ходить, но уже понимает, что от него требуется, и выполняет команду ко мне. Я не буду повторяться и говорить о том, как отработать этот навык. Такой информации в интернете предостаточно. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на более важном аспекте, а именно формировании фундамента, который позволит достичь максимально возможного результата в безупречном выполнении команды ко мне. И в этом вам поможет игра в прятки. После того, как у щенка сформировалась устойчивая модель поведения, и он, заметив ваше отсутствие, сразу же начинает вас искать, то вам необходимо немного изменить эту игру. Не ждите, когда щенок самостоятельно вас обнаружит. Подайте голосовую команду ко мне, а после выйдите из укрытия и убегайте от вашего питомца. При этом не переживайте, что игра в прятки или те моменты, когда вы оставляете щенка одного на привязи, негативным образом повлияют на ориентировочную реакцию. Совсем нет. Если вы это будете делать на постоянной основе, то со временем на смену эмоциям, связанным с переживанием, к собаке придет понимание, что владелец рано или поздно вернется к ней, и этот момент даст нужный эффект для привязанности. И, как говорится в сухом остатке, останется только необходимая модель поведения. Очень важными являются различные упражнения, создающие для собаки зону комфорта, находясь рядом с владельцем. Для этого необходимо использовать как различные игры, так и лакомства. Главное – дать собаке максимально ощутить положительные эмоции от общения с владельцем. Лично я в этом плане использую упражнения, где отстегивание поводка является сигналом для игры в свободном состоянии. Об этом я также рассказывал в своих видео. В контексте формирования фундамента для команды ко мне, тут также все просто, как и в случае с игрой в прятки. Когда модель поведения приобретает устойчивую форму, после того, как вы отпустили собаку в свободное состояние, тут же дайте команду ко мне. Суть заключается в том, что если вы со щенячьего возраста, не спеша, позволите то, что называется, созреть вашей собаке, и каждодневная привычка перерастет в устойчивую модель поведения, то впоследствии собака на уровне рефлекса мгновенно будет выполнять команду ко мне. Этот сигнал
становится самым желанным и перебивает любой раздражитель. Настолько сильное влияние оказывает на собаку приобретенная устойчивая модель поведения, в особенности, если она привита в период импринтинга. Именно так устроен внутренний мир собаки, и в этом кроется секрет успеха безупречно управляемой собаки. И если вы досконально разберетесь с этим явлением, а также с тем, что все навыки – это всего лишь инструмент для формирования моделей, то вы в корне поменяете свой подход в дрессировке. На примере моих личных собак я скажу следующее. У меня были собаки, которые обладали запредельным уровнем игровой мотивации, или, как сейчас модно говорить в среде спортсменов, инстинктом добычи. Это качество у них было на уровне, выше которого уже просто не существует. Они готовы были за игрушку сделать все, что угодно. Также у меня были собаки, обладающие пищевой мотивацией такой силы, что при первом же намеке на еду у них текли слюни рекой. И работая с этими мотивациями, они показывали очень высокие результаты в послушании. Но по уровню взаимодействия они и близко не дотягивали до тех моих собак, у которых работа строилась на фундаменте, сформированном на привязанности в период запечатления. И я вам больше скажу, даже отработка отказа от нежелательных действий и игнорирование различных раздражителей максимально эффективно достигается именно путем привития правильной модели поведения, причем без малейшего использования физического воздействия. А сейчас я перехожу к одному очень интересному вопросу. Как же быть, если время упущено, собака уже взрослая и в ее воспитании допущен целый ряд ошибок? Или же в том случае, когда вы завели взрослую собаку? Ну, во-первых, если вы решили приобрести взрослую собаку, то должны обратиться к грамотному кинологу, чтобы он протестировал ее на наличие устойчивых негативных моделей поведения. И если кинолог забраковал собаку, не берите ее ни в коем случае, иначе вы будете мучиться с ней всю ее оставшуюся жизнь. Вы не сможете полностью исправить ее изъяны, как бы вам этого не хотелось. И те случаи, когда человек приобрел взрослую собаку и изо дня в день пытается исправить моменты, которые ему не нравятся, но тем не менее у него ничего не получается, то это происходит в первую очередь по причине сформированных негативных моделей поведения во время импринтинга. Но уж если вам досталась взрослая проблемная собака, и вы не хотите от нее избавляться, то лучшим решением будет вернуться к азам и заниматься формированием привязанности. Тут стоит отметить, что история кинологии знает много примеров, когда собаки в зрелом возрасте, поменяв много хозяев, привыкали далеко не к первому владельцу, и то, что называется, прикипали к нему всем сердцем. Причина этого кроется в опыте, пережитом под воздействием сильного эмоционального потрясения. И в действительности, такой опыт даже в зрелом возрасте оказывает огромное влияние на собаку. Он не такой сильный, как опыт импринтинга, но также играет весомое значение. Весь секрет заключается в том, что собака не знает, играете вы с ней в прятки или она потерялась на самом деле. Поэтому эмоциональное переживание у нее протекает по-настоящему. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Человек умнее и хитрее собаки и может искусственно создать ситуации с сильным эмоциональным переживанием и закрепить у собаки нужную устойчивую модель поведения. Тут, как говорится, фантазия в помощь. Кроме моделей поведения, связанных с привязанностью, аналогично можно поступать и с формированием полного доверия между человеком и собакой. И если между людьми доверие нужно заслужить, то между человеком и собакой его можно наработать целенаправленными упражнениями. Не нужно ждать, пока произойдет какое-то событие, которое повлечет за собой сильное эмоциональное переживание. Его можно организовать искусственно в любое время. И это ключ к тому, чтобы владелец дал понять собаке, что она для него является другом, а не рабом, и может ему доверять с закрытыми глазами. Понимаете, как происходит процесс воспитания? Вы показываете собаке, что в этом мире вы ее опекун, а не рабовладелец. Думаю, вы уловили основной посыл этого видео. Если вы хотите разобраться, как максимально раскрыть потенциал собаки и достигнуть наивысшей степени взаимодействия с вашим питомцем, то должны понять, что отработанные навыки
не дают гарантию безупречного послушания, если они лежат на ветхом фундаменте из негативных моделей поведения. Также вы должны осознать, насколько велико влияние на собаку приобретенной устойчивой модели поведения, в особенности привитой на пике эмоционального состояния. При этом, для того, чтобы, как говорится, заточить собаку под себя, не нужно каких-то особых усилий. Все это сочетается с тем временем, которое вы проводите с собакой на прогулке. Но делать это нужно с пониманием, регулярно и терпеливо. И результат придет без всяких сомнений. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!